Оккупанты окружают Угледар, Кремль не хочет проводить мобилизацию. Как стать чемпионом мира по боксу? Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Реакция Украины на увеличение численности российских войск и возможную мобилизацию. Планы по привлечению контрактников, судя по данным российских Z-блогеров, проваливаются. Киев может потерять Угледар, а Россия – боеприпасы на несколько месяцев. Это одна из крупнейших баз, но далеко не единственная. Что везет Владимир Зеленский в Вашингтон? Кто на самом деле видел план победы? Президент поручил всем нам, кто работает на него, сдвинуть небо и землю, чтобы убедиться, что мы оказываем всю, особенно военную помощь. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Удары по складам с боеприпасами в России нанесли огромный ущерб снабжению и логистике. The New York Times пишет о том, что на складах в Тверской области был уничтожен трехмесячный запас боеприпасов. Журналисты ссылаются на заявление эстонской разведки, представитель которой говорит, что в результате этих атак могло быть уничтожено 30 тонн снарядов. Это примерно 750 тысяч единиц. Единственный способ победить российскую армию – это разгромить ее материально-техническое обеспечение. Это уничтожение важнейшего компонента войны. Танки и пушки без боеприпасов не будут стрелять и будут просто неэффективны. С другой стороны, украинские телеграм-каналы пишут о том, что российские войска перешли реку Кашлагач. Это может угрожать окружением Угледару, который сдерживал российское наступление в этом районе практически с начала широкомасштабного вторжения. Об этом мы спросили у профессионала, военного эксперта и содиректора программ внешней политики и безопасности Центра Разумкова. Это одна из крупнейших баз, но далеко не единственная. Плюс по цепочке поставки этих боеприпасов от складов центрального подчинения до линии фронта есть еще промежуточные звенья. Поэтому вот как раз вот эта цепочка, скорее всего, может обеспечить где-то на несколько недель. И потом ее нужно пополнять, подпитывать. Задача российской логистики сейчас, российских военных, это переключить каналы. В данном случае, учитывая также географическое расположение этого арсенала, прежде всего могут почувствовать на себе дефицит боеприпасов. Это как раз те оккупационные войска российские, которые штурмуют на Харьковском направлении, в том числе, может быть, и те, которые участвуют в операции в Курской области. То есть такой как катастрофы не случилось, но это, в общем-то, то перспективное направление, в котором наши военные работают, и это один из наиболее действенных инструментов снижения эскалации. Кремль не хочет проводить мобилизацию, считают аналитики Института изучения войны. В субботу, 21 сентября 2024 года, в годовщину запуска частичной мобилизации в России, группа жен мобилизованных вышла на протест у штаб-квартиры Минобороны. Женщины требовали встречи с министром Андреем Белоусовым и выражали недовольство условиями, в которых находятся их мужья, и отсутствием поддержки от государства. По оценке Института изучения войны, российские власти не желают проводить очередной раунд частичной или всеобщей мобилизации из-за страха президента России Владимира Путина перед общественной реакцией на принудительный призыв. С начала частичной мобилизации в 2022 году по всей России неоднократно проходили локальные протесты, организованные в основном родственниками мобилизованных. Причины – плохие условия службы, недостаток подготовки и обеспечения. Несмотря на попытки властей подавить такие акции, протесты продолжаются. Демонстрируют они недовольство населения и той его части, которая затронута мобилизацией. Мы поговорили о том, почему Кремль боится проводить полноценную мобилизацию, и о том, как к российской мобилизации готовятся в Украине, с политологом Владимиром Фисенко.
Не хватает уже вот этих ресурсов денежной, условной мобилизации. Планы по привлечению контрактников, судя по данным российских Z-блогеров, проваливаются. И даже увеличение вот этой единовременной выплаты по контракту, даже это не всегда работает. Поэтому если российское руководство столкнется с тем, что их планы по контрактам и по призыву в армию через контракты не выполняются, я не исключаю, что массовая мобилизация, новая волна массовой мобилизации в России может состояться, но это может вызвать и существенные внутренние дисбалансы, и, возможно, резкий всплеск и социального, и политического напряжения в России. Поэтому будут откладывать до конца. И, кстати, некоторые специалисты считают, что именно проблемы с набором людей в армию – это одна из причин, которая может подталкивать Путина к переговорам. Если Россия будет проводить новую волну массовой мобилизации, у Украины не будет другого выхода, как увеличивать масштабы мобилизации. Здесь, к сожалению, работает зеркальность. Даже сейчас, после увеличения темпов и масштабов мобилизации в Украине, у россиян сохраняется некоторый, уже меньше, чем раньше, но некоторый перевес в численности личного состава. Протестующие под российским Минобороны требуют улучшения условий для своих мужей, сыновей и братьев на фронте и адекватной поддержки, ставя под сомнение способность властей подавить протестное настроение, но совсем не просят остановить войну и вывести войска из Украины. США таки не видели план победы Зеленского. Говорят, президент Украины сам приедет и представит его американскому коллеге. В Белом доме ждут презентации и намерены согласовать стратегические цели с Киевом на последние 4 месяца работы администрации Джо Байдена. Об этом сообщил Майкл Карпентер, директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США. По его словам, Украина – главный приоритет для Байдена, который хочет, чтобы победа Украины стала частью его политического наследия. Президент поручил всем нам, кто работает на него, сдвинуть небо и землю, чтобы убедиться, что мы оказываем всю, особенно военную помощь, но также помощь в энергетической безопасности. Помощь, которая была частью одобренного в апреле законопроекта о дополнительном финансировании, чтобы выделить все это как можно скорее. Это его указания нам, и мы их выполняем в этот момент. Перед этим заявлением мы слышали другие. Например, посол США в ООН говорила, что с планом ознакомились. Госсекретарь говорил, что видел план, везет в Вашингтон всю информацию. А сам президент Украины говорил, что план готов на 90%. Что происходит? Мы задали этот вопрос украинскому политологу Владимиру Фисенко, который всегда имеет свои инсайды в подобных вопросах. Происходит банальная элементарная путаница. И не только в США, а даже в Украине. Само название «План Победы» связано с тем, что еще в апреле, когда Конгресс США одобрил новый закон о военной помощи Украине, там было записано требование конгрессменов к Белому дому представить свой план, свою стратегию победы Украины над Россией при помощи США. Это был такой своеобразный элемент давления со стороны конгрессменов-республиканцев на президента Байдена. Это, конечно, связано с предвыборной борьбой в США. Полностью, в окончательном виде этот план, вот все эти 4 пункта плюс 1, они, конечно же, будут переданы президенту Байдену, 2 кандидатам на пост президента США, Трампу и Камале Харрис, Конгрессу будут представлены. И это произойдет уже в момент визита Зеленского в США. Я не исключаю, что какие-то элементы, какие-то тезисы этого плана заранее передавались в Белый дом для того, чтобы, скажем так, подготовить дискуссию. Все эти противоречивые заявления просто отображают путаницу с названиями разных планов. В России взорвалась межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат». Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные Осинт-аналитиками и Defense Express. 21 сентября украинские войска атаковали 23-й арсенал ГРАУ в Тверской области и арсенал Тихорец в Краснодарском крае. В сети появилась информация о том, что в ходе таких атак могла быть уничтожена российская межконтинентальная ракета. Но украинский генштаб этого не подтвердил.
22 сентября аналитики представили спутниковые снимки, которые указывают на детонацию ракеты РС-28 в России. Взрыв произошел при неудачном запуске из шахтной пусковой установки, в результате чего на месте старта остался только кратер. Этот инцидент не связан с атаками на арсеналы. Об этом в том числе мы поговорили с военным экспертом Алексеем Мельником, содиректором программ внешней политики и безопасности Центра Разумкова. Это не ядерный взрыв, потому что испытания ракет не проводятся с ядерной боеголовкой. Даже если бы предположить, хотя даже не будем предполагать, на сегодняшний день даже Россия не проводит подобные испытания, ядерные испытания. То есть, скорее всего, это очередная была попытка провести испытание этой новой ракеты, которая закончилась неудачно. Если действительно это неудачное испытание имело место, скорее всего, с очень тяжелыми последствиями, учитывая то, какое топливо там токсичное используется, то есть там могли быть большие жертвы, это же не просто обслуживающий персонал, это, как правило, инженеры, конструкторы, которые присутствуют при таких запусках, то я не исключаю, что вот подобная авария, ее не могли скрыть от Путина, она тоже наряду с другими, как я сказал, уже сдерживающими факторами может сработать на то, что, понятно, будет словесная риторика, но это уменьшает вероятность того, что российское руководство осмелится прибегнуть хотя бы даже там сделать какой-то демонстративный ядерный взрыв. Defense Express отметили, что взрыв ракеты при испытательном пуске – это катастрофа. Подобное случалось аж в октябре 1960 года на космодроме Байконур во время запуска ракеты Р-16. Один из ОСИНТ-аналитиков опубликовал спутниковый снимок космодрома Плесецк, на котором видны последствия неудачного запуска ракеты между 20 и 22 сентября 2024 года. Бой за звание чемпиона мира по версии IBF в сверхтяжелом весе закончился досрочной победой Даниэля Дюбуа над Энтони Джошуа. В конце первого раунда один британец отправил в нокдаун другого британца, и такая ситуация повторялась в нескольких раундах. Поединок длился до 5-го гонга и закончился нокаутом. Даниэль Дюбуа получил титул чемпиона мира по одной из версий. Остальные пояса принадлежат Александру Усику. Да и этот пояс IBF Усик фактически отдал добровольно. Не остается добавить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам создавать новые видео, и мы вам за это благодарны. Если вы находитесь на территории России или Беларуси, то смотреть нас безопасно можно через VPN, как именно мы описали это в инструкции и прикрепили к этому видео. Не забывайте про лайки, комментарии, подписываться на канал. Ну а у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.